Чрезвычайные и трагические новости этого дня. 3 срочных сообщения стали известны на данный момент. Недоброжелатели комитета доставили Никиту Михалкова в органы спецслужб. Противники организации работы Никиты Михалкова требуют, чтобы Никита Сергеевич оставил должность руководителя комитета. В дело немедленно вмешались товарищ Бастрыкин и Александр Домогаров. Стало известно, что причиной чрезвычайного события стала недавняя проверка с участием Никиты Михалкова в городе Сочи, где Никита Сергеевич очень жестко разговаривал с представителями власти и заступался за пенсионеров, которым вовремя не выплатили пенсию. Представители властей города Сочи посчитали, что Никита Михалков превысил свои полномочия и написали письмо в соответствующей инстанции, после чего и произошел арест Никиты Михалкова. Однако, как заявил начальник Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, он сделает все возможное, чтобы Никита Михалков в самое ближайшее время оказался на свободе. Трагическая новость поступила из города Воронежа, где накануне известный эстрадный певец Александр Николаевич Серов давал сольный концерт, посвященный 45-летию выступления на большой сцене. Концерт Александра Серова прошел с большим успехом, однако во втором отделении произошло чрезвычайное событие. Александр Серов в перерыве между песнями стал чаще уходить за кулисы. Как выяснилось позже, Александр Серов употреблял спиртные напитки. После окончания музыкального концерта по пути в гримерку на лестнице к Александру Серову подошла его поклонница, женщина средних лет, и попыталась вручить артисту цветы и небольшой презент. Однако реакция Александра Серова на подарок поклоннице была весьма неоднозначной. До сих пор неизвестно, то ли Александр Николаевич был в состоянии алкогольного опьянения, то ли это был спланированный поступок. Так или иначе, произошла трагедия. Александр Николаевич Серов отмахнулся от подаренных цветов и неудачно оттолкнул поклонницу, в результате чего женщина поскользнулась на лестнице и упала вниз, при этом сильно ударившись головой. К сожалению, 40-летняя красавица скончалась до приезда скорой помощи. Александр Серов был задержан до выяснения обстоятельств. К слову сказать, это уже не первый криминальный скандал с участием Александра Серова. Еще 2 года назад Александр Николаевич привлекался к уголовной ответственности и даже некоторое время находился в местах лишения свободы, однако позже был выпущен в связи с плохим состоянием здоровья. Ну и, безусловно, одна из самых главных трагедий сегодняшнего дня. Настоящая драма произошла в семье заместителя комитета Никиты Михалкова Евгения Пригожина, которого несколько месяцев назад нашли живым и невредимым. Евгений Пригожин, который на данный момент работает начальником службы безопасности комитета, неделю назад отправил свою дочку вместе с подругами на новогодние каникулы в Турцию. К сожалению, сегодня утром поступило печальное известие. Тело дочери Евгения Пригожина нашли на берегу пляжа в турецком городе Анталья. По какой-то причине она была одна, без своих подруг. Местная полиция начала расследование несчастного случая. Есть предположение, что это было преступление, возможно, даже заказное, против семьи Евгения Пригожина. Руководители организации приносят глубокие соболезнования Евгению Викторовичу в связи с смертью дочери. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.